Эх, старые локации. Янов, Рыжий лес. Кто-то из вас хотел бы вновь вернуться туда? Лично я бы не отказался сейчас пойти пофармить какой-нибудь город на Янове или полутать арты под тем самым краном. Ах, какая там была атмосфера зимой. Просто шикарно. Многие из вас наверняка провели здесь не одну сотню, а то и 1000 часов, изучив каждый уголок локации. Садись поудобнее, ведь сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие на относительно старый север. Начнем с Янова. Самый ближний к уху, переход встречает нас местным Стоунхенджем. Признавайся, выкашил там Долгорей. На вершине этих камней хоть раз. Здесь, на переходе, парни часто любили помесить глину. Легендарные виды, и это только начало пути, а уже сколько воспоминаний. Идем направо, и вот оно, ухо. Это начальная часть локации, где фармился чуть ли не каждый долгаш. Ухо, так называли из-за формы на карте, которая и напоминает ухо. Здесь была одна из горячих точек для ПВП и ПКшества на стороне долгашей. Дальше, справа от тропинки, верхний проход, зараженный 4-й радиацией. О да, а дальше нас встречает Его Величество Кран. Одно из самых популярных мест для ПКшества и замесов, зачастую из-за артов на поле под краном. В обход по скале бегали боевые броники, а по полю носились пакетики. Тут еще есть пещера, где всегда спавнились 2 псевдогиганта, но с них ничего не падало. Двигаемся дальше. Хотя стоп, давайте вернемся и еще исследуем начальную зону. Если спуститься со Стоунхенджа и пойти прямо, упремся в длинный каньон с Био-3. Ох, сколько же пси-маячков я там нафармил. Да, были времена.
Чем дальше идем в эту сторону, тем ближе к свободе. Эти мостики тоже были лакомым кусочком для ПКшеров. Особенно тех, кто любил сидеть на деревьях. Вот мы и на основном переходе свободы. Тут есть легендарная термальная аномалия. Бывало, играешь за свободу, и перед фармом всегда чекаешь это место на арты. Центральный Янов – одно из самых опасных мест на карте. Фармить тут особо нечего, но врагов всегда было предостаточно. Особенно выделяется переход от поля на сторону свободы. Сколько же здесь ПКшеров обитало. И на деревьях, и под ними. Душное было место, на которое приходили и долгаши, и заветовцы, и наймы. Если двинуться вправо, можно найти зерно, центральную часть локации, напоминающую кофейное зернышко. ПВП здесь было меньше, чем на переходах, но все равно народ часто бегал в пузыри на затон, которые тут были. А еще тут стоит очередной кран. Любимое место снайперов. Особенно, когда падали дропы. Спустимся ниже к бункеру. Тут еще есть всякие домики. Ахох, город. Легендарное место, где проводились сотни часов. Здесь никогда не было пусто. Легендарный вертолет и 4-я радиация. Легендарные дропы, на которые бегали пакетики. Здесь часто появлялась химера.
и боковые части локации были не менее интересны. Вот, к примеру, нычка в здании, и она тут такая не одна. О городе можно говорить вечно. Легендарные термальные аномалии, где после выброса всегда набегало по 10 человек. Легендарные дропы. Легендарная база. Легендарные деревья, которые облюбовали кемперы. Сколько же они всего повидали. Легендарные споты, да и сами постройки. А зимой... Ах, а какая в городе была прекрасная зима. Зимний ивент. Не знаю, у кого как, но это навевает прекрасные воспоминания, как зимой я сделал первый ролик, как фармил подарки на 40 миллионов в день. Воистину было прекрасное время. Я знал как город, так и Янов, как свои 5 пальцев. Пройдя еще чуть вперед у города, обнаружим несколько аномальных полей и дальше пузырь на Затон. Не обходилось тут и без постоянных замесов за дропы. Вот эти деревья тоже легендарные. Сколько же кемперов они повидали?
Двигаясь дальше по железной дороге, упремся в болото, а после него и на саму станцию. Это уже считалась сторона свободы и бандитов. Зато здесь было много сигналов. Легендарный бункер. И легендарная база. Рыжий лес. Даже название звучит зловеще. Это был аналог Янова, но для бандитов. Я не часто там бывал, так что мне особо нечего сказать. Для кого-то Рыжик был таким же, как для меня Янов. РЛС была забита людьми, особенно снайперами, которые просто сидели и кемперили.
Что сказать напоследок? Эти локации были настоящей проверкой на прочность. Душные, сложные, но именно такие моменты и создавали настоящую атмосферу. Вспоминаешь те бесконечные замесы, постоянные перебежки от одной точки к другой, и понимаешь, что именно здесь формировались самые яркие игровые моменты. Конечно, времена изменились, и сейчас многое стало проще, но именно в этом, наверное, и кроется та самая ностальгия. Мы все помним, как непросто было выживать на этих локациях, как приходилось приспосабливаться к каждой мелочи, как каждый уголок карты имел свое значение. Эти локации были не просто местом фарма, они стали частью нас,